Важнейшим моментом перед любой тренировкой является разминка. Первый важнейший нюанс для качественного выполнения выхода силой – это очень многие делают ошибку и пытаются делать выход силой. Нюанс номер 3 – натяжение плечевого пояса в нижней точке. Четвертый нюанс – это работа ног. Сейчас мы разберем подсобные упражнения для того, чтобы ваши выходы Друзья, всем привет! С вами Сергей Каширин. И сегодня у нас нестандартная тема. Мы отойдем от темы гирь и поговорим о выходах силой. Свое тело я строю не только с помощью гирь, и только на одних гирях построить тело вряд ли возможно. Нужны некоторые вспомогательные упражнения, такие как гимнастика, калистеника и в том числе выход силой. Погнали к разбору. Выход силой – это сложное техническое движение, а соответственно оно требует соблюдения ряда нюансов. Вы можете их не соблюдать, но тогда у вас получится склепка или какое-то другое гибридное упражнение. Очень важно изучить правильный хват, правильно работать плечами и понять, в какой амплитуде вам нужно делать выход силы. Тогда все получится как надо. Важнейшим моментом перед любой тренировкой является разминка. И выходы силы не исключение. Берем резинку и как следует растягиваем плечевой пояс. Похожее упражнение делают штангисты, но, насколько мне известно, они делают его либо с пустым грифом, либо с деревянной палкой. Я же предпочитаю резиновые эспандеры, потому что они легко помещаются в рюкзак, и их всюду можно носить с собой. После того, как мы растянули плечевой пояс и сделали суставную разминку, переходим к такому вот движению, чтобы размять наши локтевые связки и бицепс. Фиксируем локоть жестко и тянем резину к себе. А теперь переходим к нюансам, которые нужно соблюдать и запомнить раз и навсегда. Первый важнейший нюанс для качественного выполнения выхода силы – это хват. Давайте посмотрим. Вот так делает большинство. Что плохого в этом хвате? В принципе, ничего. Стандартный хват для турникмена, да? То есть мы так подтягиваемся. Вот. Но есть очень важная деталь. Когда мы пытаемся сделать выход силой, у нас заламывается сустав. Не у всех получается проворот кисти, а кто-то на этом срывает мозоли, кто-то заламывает сустав и получает травмы. Именно поэтому я всегда использую обезьяний хват сверху. Большой палец накрывает гриф сверху и не хватает его, не зажимает. Вот таким образом. Здесь сустав у нас в правильном положении, мы повисаем таким образом. И когда делаем выход, кисть уже сразу приходит в нужное положение. То есть никакого залома сустава нету, а соответственно нету травм. Давайте крупным планом посмотрим. Вот таким образом я накрываю гриф сверху. Большой палец сверху. Вот он. Вот оно положение. И во время выхода силы у меня не заламывается сустав, я сразу прихожу в правильное положение и выжимаю себя над турником. Второй нюанс при выполнении выхода силой – это амплитуда. Очень многие делают ошибку и пытаются делать выход силой с подтягивания. Вот так. Вряд ли что-то получится. Подтягиваемся мы прямо, практически не изгибая спину. А вот когда мы делаем выход силой, мы уходим от турника по диагонали, вот таким образом. То есть вот так направлено наше движение. Нюанс номер 3. Натяжение плечевого пояса в нижней точке. Нужно висеть не на напряженных плечах, а натянутых. То есть максимально провалить голову между плеч. Вот таким образом. После чего мы делаем движение назад головой и выходим в нужную нам амплитуду. И вот здесь включаются плечи уже.
Можно даже немножко голову вперед наклонить и с этого положения себя выдернуть. Вид сбоку. Натянули плечи, провисли, голову убрали назад, после чего вот таким движением выходим. Движение должно быть достаточно резкое, взрывное, для того, чтобы вы за счет этого движения смогли поднять себя на уровень грифа грудью. Вот как только гриф оказывается на уровне груди, вы можете поднимать локти и выжимать себя вверх. Четвертый нюанс – это работа ног. Да, бесспорно, есть спецы, которые годами тренируются и могут сделать выход силой абсолютно статично и вообще практически делая подтягивания. Но чтобы дойти до этого уровня, нужно хотя бы освоить стандартный выход силой, который вы все-таки делаете с помощью ног, с натяжения плеч и со всеми теми нюансами, о которых я сегодня говорю. Итак, что мы делаем ногами? Повисли на перекладине, ноги вместе. Ногами во время того, когда вы выстреливаете себя плечами, вы должны сделать небольшое движение вверх. Вот такое. Сильного движения делать не надо, иначе это получится уже склепка, но немного помочь себе нужно. Вот таким образом. То есть ноги должны выйти немножко вперед. Очень часто слышу фразу, которая меня коробит. Люди говорят: выход силы. Ребята, сила из вас никуда не выходит. Вы выходите на турник силой. Поэтому он называется выход силы на 2, а не выход силы. Идем дальше, и сейчас мы разберем подсобные упражнения для того, чтобы ваши выходы начали наконец-то получаться. Первым подсобным упражнением будут высокие подтягивания. Это взрывные подтягивания, которые выполняются до уровня груди. Большого количества повторов делать не нужно, 4-6 повторов за подход. Взрывные подтягивания являются первой половиной вашего выхода силой. Соответственно, амплитуду мы соблюдаем абсолютно ту же самую. Второе подсобное упражнение – это вторая часть вашего выхода силой. После того, как вы залетели на перекладину, поставили локти, вам нужно себя отжать от нее. Соответственно, запрыгиваем на удобную перекладину, куда вы сможете запрыгнуть низкий турник или брусья, и отжимаемся. Опускаемся как можно глубже, касаемся грудью перекладины. Третье подсобное упражнение для ваших выходов силой. И это мое секретное оружие. Вряд ли кто-то знает про это упражнение, и кто-то его делает, за исключением борцов. Вешаем резинку на турник, натягиваем ее как следует. И взрывным движением наших широчайших опускаем руки вниз. Вы должны чувствовать, как работают ваши широчайшие мышцы спины. Это очень важный момент, потому что можно сгибать просто эту резину руками, не работая спиной. Важный момент как раз состоит в том, чтобы руки оставались практически прямыми, небольшой угол в локтях сохраняем и тянем широчайшими. Вот в этом моменте широчайшие должны получать максимальную нагрузку, и вы должны это чувствовать.
Ну вот теперь вы знаете, как научиться делать крутой выход силой и какие нужно для этого изучить нюансы, а самое главное отработать их. Как видите, тело строится не только с помощью гирь. Я в своем арсенале имею огромное количество гимнастических упражнений, чего я вам советую. И в перспективе я посвящу достаточно приличное количество новых видеороликов именно гимнастике, калистенике, плеометрике. А потом расскажу, как все это совмещать с гирями, как делать круговые, интервальные тренировки с железом, без железа, с весом собственного тела, с резиной. На самом деле упражнений очень много, и это позволяет вашему телу развиваться, потому что с каждой тренировкой вы можете давать своим мышцам стресс. В качалке вы просто наращиваете веса, на улице у вас нет возможности увеличивать веса, и вы меняете тренировки. Прибегаете все к новым, более сложным упражнениям, учите свои мышцы быть не только красивыми и сильными, но и функциональными. Ставьте лайки, задавайте ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. Обязательно делитесь видео в ваших соцсетях с друзьями и со знакомыми. Давайте все вместе будем делать наше общество здоровее. До новых встреч, всем счастливо!